Ты сюда переехал, опять же, чтобы люди понимали, по какому типу визы? Почему стройка, во-первых? Первый вопрос, есть ли бюрократия в Америке? Дать взятку да. и решить. То есть здесь ты взятку не дашь, и тебя посадят в тюрьму. Здесь очень горячая сейчас ситуация по строительству. Что это будет за объект? В общем, мы его будем наблюдать в дальнейших выпусках. С чем ты столкнулся? Как здесь нанимают? Как их проверять? Какие там, не знаю, кидалово, тут разводилово бывает? Я выбрал подрядчика, билдера. За 7 месяцев он сделал ничего. И мы хотим показать, как реально здесь бизнес развивается. Потом приезжаешь, Трамп тебе сразу же инвестиции дает в аэропорту там, и помогает. Не давал, да? Нет. Вот, И даже не встретил. И даже не встретил. Привет, друзья! Вы, наверное, устали от интервью с большими миллиардерами, которые вам рассказывают, как заработать 100 миллионов, если у тебя есть 1 миллиард. Сегодня я встретился с моим товарищем, другом Игорем. Он из Украины, из Днепра. Да, Привет. Так точно, привет, Дима. И сегодня мы вам на самом деле расскажем реальный кейс и покажет Игорь, что он делает в Америке, зачем он сюда приехал и как реально работает без украшательств бизнес в Америке. Поэтому оставайтесь с нами, и сегодня мы поговорим о стройке Америки и инвестициях в американский бизнес. Игорь, давай сначала расскажи свою историю, чтобы все понимали, кто ты такой, откуда ты приехал. Ты недавно совсем был в Украине. Кто ты был в Украине? Чем ты занимаешься? Прежде всего я хочу поприветствовать аудиторию. Меня зовут Игорь Степанов, я из Украины, но сейчас нахожусь в Америке, вот рядом с моим другом Димой. Действительно, судьба меня принесла в Америку. Это мой выбор, это не случайность. Я не выиграл грин-карту ни в коем случае. Я не попросил политического убежища. Не попросил политического убежища, да. То есть я сделал свой выбор в развитии, и, наверное, причиной всему это эволюция меня самого. То есть в Украине я строил бизнес с 93 года. Этот бизнес был связан с ритейлом, с недвижимостью. И до 2008 года я строил даже дома для людей, то есть частную недвижимость. 2008 год изменил полностью строительный рынок, поэтому я продолжал развивать свое рекламное маркетинговое направление и работал с ритейлом. И, наверное, ждал момента, когда во мне проснется строительный дракон. Извини, что у тебя сейчас за компания в Украине, чтобы люди понимали, чем занимается? Сейчас компания создает концепты для магазинов, ресторанов и торговых центров. То есть мы берем магазин, создаем полностью дизайн-концепт, философскую платформу. Самые известные проекты ваши в Украине? Будинок игрушек, MyPlay, Мастерзу, Космо. Это наши проекты, которые мы сдали вот буквально за последний год. Супер. Я вот слышу известные имена. У тебя абсолютно история не про иммиграцию, не про убежать. Короче говоря, кейс нормальный и позитивный. Хорошо. Ты сюда переехал, опять же, чтобы люди понимали, по какому типу визы? Это виза ИТУ, которую я получил на основе того проекта и того бизнес-плана, который я создал, находясь еще в Украине. Что такое ИТУ виза? ИТУ виза – это малая инвесторская виза. Она выдается на 2 года, и потом ее можно продлевать каждые 2 года. Она не имеет прямого пути к иммиграции, она выдается тем людям, которые хотят развивать бизнес в Америке и инвестируют деньги в американскую экономику. То есть мы с партнерами, у меня есть 2 партнера в Украине, мы инвестировали определенную сумму денег, я создал бизнес-план, мы открыли компанию, купили участок земли, вот рядом с которым мы сейчас стоим. Сейчас еще покажем вам. Да, создали проект, подали документы и я получил визу в августе месяце, и после этого купил билеты, и мы с семьей переехали. Партнеры тебя отпустили? Или сказали, куда ты на чужбину едешь? С партнерами ситуация интересная. У меня есть партнеры в моих украинских бизнесах, которые связаны с ритейлом, созданием концептов.
Там намного проще ситуация, потому что они управляют этим бизнесом, и я выполняю функцию больше такого вдохновителя и креативного директора. Да, креативного директора и стратегического партнера. Вот. Если говорить об американском бизнесе, здесь у меня другого типа партнеры, они больше инвестиционные, и я сам управляю этим бизнесом, я инвестировал и свои деньги, и это моя идея, и я самый менеджер этого проекта. Поэтому это немножко два разных вида партнерства, но при этом для меня очень важна поддержка моих партнеров в Украине. Ну, ты сейчас фактически весь свой бизнес, который, я знаю, у тебя работает в Украине, Да. ты его оставил? Нет. Я имею в виду, оставил операционное управление? Да, операционно, да, но мне пришлось еще и перестроить продажу, потому что если раньше в Украине я продавал проекты сам, лично встречаясь с клиентами, в основном это собственники сетей, таких как тот же Будинок игрышек, MyPlay, это собственники, я с ними лично общаюсь, первые лица я продавал. Находясь в Америке, сейчас я не могу, не налетаешься, во-первых, во-вторых, тип визы не очень позволяет летать, поэтому... И коронавирус. Это отдельная история, да. Поэтому я за 3 месяца, находясь в Америке, полностью перестроил лидогенерацию и получение проектов. И сейчас мы расширили свой горизонт. Мы сейчас продаем проекты в Казахстан, в Россию, Украину, и сейчас уже планируем экспансию на американский рынок. То есть проектная деятельность – это часть все равно деятельности, которой я здесь занимаюсь. И я ее не оставляю, а наоборот развиваю. Хорошо. Мы хотим показать, вот у тебя проект только начался, да, мы хотим сделать там серию видео. Если вам, друзья, будет нравиться, пишите комментарии, будем делать следующий этап. И мы хотим показать, как реально здесь бизнес развивается, потому что много там рассказывают о том, что здесь там приезжаешь, Трамп тебе сразу же инвестиции дает в аэропорту там, и помогает. Не давал, да? Нет. Вот, и даже не встретил. И даже не встретил. Вот. Ну, о Трампе или хорошо, или никак, поэтому мы не будем комментировать. Но мы хотим показать, вот как работает здесь бизнес. И у меня сразу первый вопрос. Твои ощущения, ты когда только приехал сюда, да, и когда там задался самым вопросом, почему стройка, во-первых? Ну, то есть такой не самый высокотехнологичный, так сказать, бизнес. Ну, тут есть несколько причин. Первое, это я все-таки строил в Украине недвижимость, и когда я год назад приехал в Америку анализировать, изучать рынок, я увидел, какие объемы стройки и как это быстро все строится и продается. То есть много строят, да, здесь? Реально много. Рынок сейчас настолько живой и активный, что во мне проснулся, как я это называю, я даже на собеседовании с консулом говорил, во мне проснулся строительный дракон. То есть я понял, что реально в этом рынке сейчас, особенно в Остине. Остин – это Техас, сразу да, мы Техас. говоримся. И, Дима, я тебе благодарен, что ты мне показал этот город, потому что здесь очень горячая сейчас ситуация по строительству. Здесь очень много людей приезжает, требуют покупки либо аренды домов, поэтому строительство здесь в активной фазе. Это первое. Второе. У меня всегда была мечта построить бизнес, который работает на конечного потребителя, потому что я хотел его чувствовать. Сейчас я полностью готов к тому, чтобы продавать дома для частного потребителя. И наш результат – это там продажа дома через 4 часа, как мы вышли на рынок, это результат. То есть у тебя успеха. стройка – это не была случайность, ты строил в Украине, Да. просто этот опыт решил использовать. Да. Супер. Вот твои первые ощущения, когда ты только приехал и начал, у тебя есть огромный опыт там в Украине, получение разрешений, взаимодействия с бюрократами. Первый вопрос, есть ли бюрократия в Америке? Безусловно, бюрократия есть. Ой, тут у нас строители работают, извините, она сразу же шум. Да, и она очень, Америка очень бюрократическая страна. К примеру, мы получали пермит, разрешение на строительство около 7 месяцев. При этом, разница в чем в бюрократии? Если у нас ты можешь решить там в Украине это путем определенных действий, да, Давай называть вещи своими да, именами. там, дать взятку да. и решить, то здесь ты взятку не дашь и тебя посадят в тюрьму.
И вот это, наверное, был первый челлендж, который я не ожидал. Я думал, что есть какие-то правила. То есть это моя иллюзия. Там, ты подал документы, есть 2 недели, их должны рассмотреть. Абсолютно нет. То есть ты подал документы, ты можешь ждать их 3 месяца, и ты никак не можешь повлиять. То есть вплоть до того, что я лично брал людей, которые занимаются пермитом. Мы ездили в Трэвис Каунти, пробовали договориться. Ничего не получилось. То есть, ну, договориться в смысле узнать, попросить да, там, да? Никаких, речь о взятках не шла. Попросить, сказать, что это наша ситуация, мы уже хотим начать строить, что мы уже прошли почти все инстанции, дайте нам финальный пермит. Пока не дошло дело до точки рассмотрения нашего документа, ничего не получилось сделать. Секунду, он проедет там. It's okay? Да, он мусор. О, окей, let's go. Здесь мусор, кстати, забирают как часы, да? Да, абсолютно четко все. Вот в этом плане Америка идеальная страна. То есть, если есть время, когда должны забрать мусор, его заберут вовремя. Если должны выдать пермит через 5 месяцев, выдадут через 5 месяцев. Ну, с пермитом чуть-чуть другая ситуация. Объясню почему. Перегружены сейчас люди заказами, то есть и очень много пермитов лежит у них в стопочке. У них есть процедурная вещь. 3 недели они должны дать ответ. И они дают ответ, но они могут дать ответ: извините, мы рассматриваем вашу ситуацию, очень много заказов, и мы там дадим вам ответ еще через 3 недели. Мы рассмотрели, но нам еще надо рассмотреть. Да. Или, к примеру, пришлют комменты, на которые мы должны дать ответ. Мы даем ответы в течение 2 часов, они потом 3 недели рассматривают наши комменты. Ясно. То есть вот тут есть сложность. Хорошо, бюрократия в Америке есть, она немного отличается от украинской, если так сказать. Давай сейчас просто покажем, перед тем, как мы пойдем. То есть расскажи, что это будет за объект. В общем, мы его будем наблюдать в дальнейших выпусках. Да, это наш первенец. Это дом, частный дом, как тут называют, это residential house, который мы строим для покупателей. У нас уже есть покупатели, мы подписали контракт. У тебя очень классная каска, это логотип, да, это компании? логотип нашей компании. Значит, этот дом в стиле модерн, в современном стиле. Мы сделали классные 3D-визуализации, мы сделали классный маркетинг. И только мы вышли на рынок, 4 часа, и дом был продан, мы подписали, и даже по высшей цене, чем мы получили 12 офферов. И сколько здесь будет этажей, что это будет? Это будет 3-этажный дом, а в подвале... Для одной семьи, да? Для одной семьи. А в подвале будет расположен спортзал. Вот это вот мы сейчас видим поле спортзала. То есть, начиная с этого уровня, уже пойдет 1-й этаж, 2-й этаж и 3-й этаж. Дом 3000 скверофитов, это примерно 300 квадратных метров, около этого. 290, там, 290, на 0,9 где-то делите, да. Умножайте точнее. Планируем мы его закончить в сентябре, в октябре, передать нашим покупателям. Это здесь часть Остина, я так смотрю, достаточно красивая, на холмах, да? Да, это район Apache Shores, рядом с озером Лейк Трэвис. Раньше это была зона, как у нас, дачные дома. Чем мне очень нравится этот район имеет доступ к реке, это уникальность этого места. То есть и здесь живут люди, которые практически все имеют катера, лодки, то есть любители водного спорта. Поэтому с точки зрения привлекательности этот район очень хорош для покупки земли здесь. Пока она не очень дорогая, но продать дом, если он классно сделан, можно быстрее. Хорошо. Вопрос, когда ты выстраивал вот план именно бизнеса этого, ну это бизнес прежде всего, да, это ты не для себя дом строишь. Конечно. Какие в Америке этапы есть и какие ты вот недооценил, переоценил? То есть как ты себе видишь или видел, что поменялось с момента начала стройки? Уже пройдя 6 месяцев, я могу сказать уверенно, что какие-то вещи были для меня определенные иллюзии. Я думал, я буду бежать быстрее. То есть оказалось... Как в Украине, да? Да, все, давай по быстрячку решим. Оказалось, тут по быстрячку не бывает. Тут действительно очень долго все процессы настраиваются. Даже если взять стройку.
Подготовка идет очень долго, но потом, когда строитель уже приходит на работу, он это быстро делает все и уходит. То есть здесь можно ждать, к примеру, там, Foundation Guys можно ждать месяц, но они придут за 3 недели. Ребята, которые сделали. фундамент делают. Да, они придут, все сделали и ушли. И ты уже там ждешь следующих. И ждешь не потому, что ты неправильно организовываешь проект, управление проектом, а ждешь потому, что они тебя поставили в очередь. К примеру, я когда искал ребят, которые сделают фундамент, компанию, мы разослали 92 предложения. Получили в ответ 2. И на эти два предложения было, мы готовы его взять через полгода. Офигеть. Вот и рынок. То есть тут можно так сказать, что запрягают очень долго, Да. но если уже запрягли, то уже приходят и делают, Да, да? это очень точная фраза. Они действительно очень долго ко всему подходят. Я бы сказал, даже слишком. Они просматривают каждый момент, обсуждают каждую деталь, внимательно погружаются во все. Но потом, когда уже все понятно, это все происходит вот молниеносно. Еще отдельный, мне кажется, интересный вопрос во всем этом деле – это найм сотрудников, назовем это так. Ну, не сотрудников, подрядчиков, людей, да? Да. То есть ты работал… Сколько у тебя людей было в Украине? Ну, или сколько есть? Ну, были моменты, компания доходила до 400 человек. Последние сейчас около 100 человек. Ну, то есть не маленькая уже компания. Да. Здесь, когда ты искал подрядчиков, искал людей, можешь рассказать? Это самая интересная часть, мне кажется, любого бизнеса. То есть с чем ты столкнулся, как здесь нанимают, как их проверять, какие там, не знаю, кидалово, тут разводилово бывает с людьми. Да. Ну, моя история может быть отличаться от других, не знаю. Мне показалось, что принцип один и тот же во всем мире. То есть я начал спрашивать рекомендации. И мне стали рекомендовать разных людей. Естественно, сперва я там переписки какие-то, там разговоры, возможно, по телефону, где-то смс. Потом я понял одну вещь. Человеку надо посмотреть в лицо. Если ты посмотришь человеку в лицо, ты можешь предположить, какой это человек, хотя бы. А вторая вещь, принцип мой, я со всеми торгуюсь. Это такой украинский принцип. Да. То есть вот я обязательно должен выторговать какую-то сумму. Отец двоих детей должен торговаться. Да. Потом, когда я собрал вот это комьюнити вокруг себя людей, которых мне рекомендовали, мы начали с какими-то людьми работать. Возможно, я их выбрал по своим там принципам отбора через ценности. Я посмотрел, как человек отвечает, не отвечает. Но у меня была одна ошибка, и она мне стоила денег. И Сколько? 10 тысяч долларов я Ребята, потерял. ошибка 10 тысяч долларов. Значит, в чем была ошибка? Извини, есть такая фраза в Техасе: everything is bigger in Texas, да? В Техасе все большое. больше, чем в других местах. Всё Даже большое, ошибки да. стоят 10 Да. тысяч долларов. Да, что за ошибка? Значит, я выбрал подрядчика, билдера. И тут это называется General Contractor. Yes. Он главный контрактор. Мы подписали с ним контракт. Он взялся работать. Я его выбрал по каким-то принципам надежности, рекомендаций, солидности. Я ездил на его объекты. Но я сделал маленькую одну ошибочку. Я не учел то, что этот человек очень занят. И мой один дом, если он строит много домов, мой один дом, который мы начали первый, он для него всегда становился в конец 38-й. очереди. Да. И из-за этого за 7 месяцев он сделал ничего. То есть он не получил пермит, мы не начали стройку, плюс я был удаленно, он, вероятно, этим пользовался. И в итоге, когда я прилетел, уже получив визу сюда, мы с ним расторгли контракт, но ту предоплату, которую я ему сделал, я не смог от него вернуть, потому что он так решил. А здесь это достаточно серьезная вещь, если ты расторгаешь контракт. То есть ошибка была в чем? В том, что… В чем ошибка здесь с ним? В том, что он просто непорядочный? Он очень долго, он все порядочно описывал, но он очень долго все делал, что меня не устраивало. К примеру… И ты был вынужден расторгнуть контракт? Я принял это решение. Окей. Не то, чтобы я мог дальше с ним продолжать. Ждать, да? Но я понимал, что если за 7 месяцев человек не получил пермит, Ну да. то что будет дальше? Когда я приехал сюда, мы получили пермит в течение 2 месяцев. И мы уже начали стройку с другими людьми, и мы уже делаем фундамент.
Давай еще объясним один момент, что такое пермит и почему без него нельзя здесь ничего делать. Да, это разрешительные документы на строительство. Смотрим. Ты получаешь их от Трэвис Каунти, это наш местный законодательный Да. орган, который выдает, ну, который вообще управляет. Это как наша областная администрация, Аккуратно. примерно так. Чтобы Областная администрация. Оператор не рухнул. Там можно, наверное, туда лучше. Значит, разрешение получается на септик, разрешение получается на значит, воду, подключение воды, электрики. То есть все вот эти, когда ты соберешь все разрешения, ты подаешь туда, они это все рассматривают и выдают тебе финальный пермит, финальное разрешение на строительство. Так как у нас то же самое, да, там Игорь, разрешение на в строительство. Украине там, ну, нету пермита, ну, там, без пермита Да. начнем строить. Что Нет, здесь, здесь, что здесь происходит без пермита? Ну, я думаю, что меня бы депортировали сразу, если бы я начал Ну, и строить. штрафы, да, огромные? И штрафы это точно, да. Во-первых, тут сразу бы вот местная комьюнити, люди из комьюнити сразу бы пожаловались. И они здесь этого не гнушаются. То есть они это легко делают. Шестачат на нас. К примеру, у меня есть такой кейс. Мы хотели подогнать под понедельник заливку бетона, и ребята говорят, давайте мы в воскресенье выйдем. Ну, я как бы как у нас. Ну, давайте выйдем. Вышли в воскресенье, 6 мне утра. приходит смс в 9 утра, уже соседка пишет, вы работаете в воскресенье, я подам на вас жалобу и так далее. Мы тут же остановили стройку, и после этого еще одно мое правило — не работать в выходные дни, потому что, ну, я не хочу получить проблем потом. Ну да, людям нужно отдыхать, они Конечно. хотят. Понятно. Игорь, какая сейчас стадия, чтобы те, кто смотрели, понимали, какая стадия дома, когда ты планируешь это все закончить? Ну, если говорить по конкретно этому дому, то сейчас стадия фундамента и каркаса. Мы выходим на строительство деревянного каркаса на следующей неделе. После этого будет крыша, окна, двери, интерьер и так далее. То есть мы планируем выйти на сентябрь-октябрь на сдачу дома. Но у меня еще есть другие строительные проекты, и моя цель — это не само строительство, а development. Поэтому мы сейчас работаем над проектом 3 домов в этой же эрии, в этом районе, и 46 домов в другом районе. То есть эти проекты в разработке, и я на следующий год выхожу. 3 дома я буду строить еще в этом году, и 46 буду начинать строить в следующем году. Да, я хотел бы еще сказать о том, что мы часть оборудования для наших домов будем везти из Украины. Почему? Потому что это намного выше качества. Это такой же прайс, как здесь, но с очень низким качеством. Американские продукты не все высококачественные. К примеру, окна, двери интерьерные, декор внешний, кухню для living room, то есть кухню, ящики для ванных комнат мы будем везти из Украины. Это лучше, это качественней. Да, нам нужно 3 месяца на это все, но когда это приедет, это будет high level. И я уверен, американский потребитель эту ценность уже сейчас видит, потому что, общаясь с нашим покупателем, а они очень много ездят по Европе, они очень счастливы от того, что мы везем европейское качество сюда, в Америку. Как говорил один премьер-министр, буде бімба.